Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Как вы все знаете, World of Tanks Head основным донатом будет эта визуальная кастомизация. Потому что разработчики хотят, чтобы в игре не было дисбаланса, чтобы не вводить премиумную технику и легко можно было изменять старую. А визуальная кастомизация — это лучшая система монетизации, которая вообще есть в любой игре. В этом видео я хочу предложить некоторые идеи, какую визуальную кастомизацию можно добавить в игру, чтобы игрокам было хорошо и чтобы разработчики могли еще на этом заработать. А перед тем, как я начну, обязательно подпишитесь на канал, если вы все еще смотрите без подписки. Также ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этой теме. Также подписывайтесь на Telegram с новостями. А теперь к теме видео. Перед тем, как я начну рассказывать, сначала нужно сказать про главное правило, которое должно соблюдаться при вводе любой кастомизации в игру. Это, по сути, так в любой игре работает. Главное правило, что всю кастомизацию, которую покупает игрок, должен видеть не только он сам, но еще должны видеть и другие игроки, которые попадаются с ним в бой. И также это работает в обратную сторону, что кастомизацию должны видеть не только другие игроки, но и сам игрок. Могу привести пример, как в КС. Есть нашивки для агентов. И там такая ситуация, то что вы когда нашивку ставите на агента, она крепится там типа ему на плечо. Вы ее не видите, но другие игроки ее видят. Из-за чего получилось так, то что нашивки — это лютый неликвид. Они, конечно, да, стоят дорого, потому что их мало. И это такой вообще спекулятивный предмет. Но поскольку не соблюдается правило, что кастомизацию должны видеть все, из-за этого они неликвидные. Они, по сути, просто никому не нужны. Поэтому, какая бы кастомизация ни вводилась в игру, ее должен видеть как сам игрок, так и другие игроки, которые с ним попадают в бой. И если это правило будет соблюдаться, тогда все будет хорошо. Также перед тем, как будем говорить про саму кастомизацию, тоже нужно сказать, какими способами разработчики будут раздавать кастомизацию в игре. Кроме доната, кастомизация может раздаваться в боевых пропусках. Мы это могли видеть в новости, которая выходила в Стиме по этой теме. И также мы могли видеть, как кастомизацию раздавали в боевом пропуске на втором альфа-тесте. А также можно еще раздавать кастомизацию за какие-нибудь задачи, как за обычные задачи, так и за ЛБЗ, которые, скорее всего, будут в этой игре. Кстати, про ЛБЗ я уже делал видео, можете посмотреть, если вы еще не видели. А теперь уже переходим к основной теме, какую кастомизацию можно вводить в эту игру. Кроме новой кастомизации, которую можно ввести, буду еще говорить про старую. Мы сегодня будем разбирать все. Пойдем с самого такого малоинтересного к самому интересному. И начинаем с кастомизации самого аккаунта. Как мы могли видеть на втором альфа-тесте, будет возможность ставить нашивку и эмблему для аккаунта. Можно сделать, как по аналогии, например, в Call of Duty. Кто играл в Call of Duty, те поймут, про что я буду говорить. Что там бывают как обычные нашивки и эмблемы, так и анимированные. Дальше это кастомизация агентов. Для агентов тоже можно придумать много крутой кастомизации. Мы уже небольшой кастомизацию агентов могли видеть на втором альфа-тесте, когда там можно было, например, цвет одежды поменять у некоторых агентов. И тот цвет одежды менялся типа комплектом, что вы не могли выбрать, на какую часть одежды поменять что. А я хочу предложить полную кастомизацию агента. Первое — это добавить возможность смены одежды. Разделить одежду агента на несколько частей. Это обувь, штаны, верхняя одежда, головной убор и аксессуары. Чтобы все это можно было менять по отдельности и красить в разные цвета. В принципе, про обувь, штаны, верхняя одежда, головной убор понятно. А аксессуары, это я имею в виду какие-нибудь очки, чтобы можно было поставить. Или часы, цепи какие-нибудь, что-то типа такого. Предлагаю разделить вот одежду на несколько частей, и чтобы все это можно было менять. Ну или же еще можно сделать 3D-облики. Это полная смена облика агента, чтобы он был не похож на свой стандартный вид. Что если в прошлом случае его лицо будет похоже на то, что было в стандарте, то при 3D-облике лицо может быть совсем другое, и одежда также может быть совсем другая. 3D-облики можно продавать только за деньги или за голду, и кастомизации у них никакой не будет. Только есть один целиковый облик. Это в принципе как 3D-облик на технику. Вы его ставите и все, и никак изменить не можете. И теперь переходим к самому интересному, это кастомизация техники. Что больше всего, скорее всего, будет покупаться, потому что, техника — это основная часть игры, и вы постоянно видите свой танк, и противники тоже видят ваш танк. На момент второго альфа-теста были краски. Это когда вы можете покрасить танк в однотонный цвет. Я чаще всего красил в золотой, потому что я люблю золото, поэтому красил в золотой цвет. Можно также делать много разных цветов. Тем более, как уже разработчики говорили, эта игра не делается с уклоном в историчность, в отличие как у нас в Калибре. Поэтому здесь можно вводить по кастомизации все что угодно.
угодно. Также на втором альфа-тесте были 2D камуфляжи. Это такие же камуфляжи, как и в старых танках, что просто танк красится в многоцветный камуфляж. И все. И никакие остальные элементы не меняются. Также на первом и втором альфа-тесте были 3D камуфляжи. 3D камуфляж это не просто смена цвета танка, но еще и изменение некоторых элементов на танке. Что какие-то 3D элементы на танке могут меняться или добавляться новые. То же самое мы могли видеть в боевом пропуске, например. 3D облик на Абрамса. Кто играл, те могли видеть, в принципе, как это реализовано. И последняя визуальная кастомизация, которая была на момент второго альфа-теста, это талисманы. Они же брелки. Вот кто играл в шутеры какие-нибудь, те прекрасно понимают, про что я говорю. Также можно делать разные брелки и выпускать их в игре разным образом. Как я говорил в начале видео, либо за донат, либо в боевых пропусках, либо за задачи. Это, как я говорил, касается любой кастомизации. Тоже их можно делать, какими захочется разработчикам. Можно даже под определенные праздники брелки делать. Это вообще, кстати, тема за***ись. Какой-нибудь праздник, не знаю, например, 9 мая, сделали брелок. Новый год, сделали брелок и так далее. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости, опять же, от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому, если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка – это лучший способ это сделать. Теперь переходим к новой кастомизации, которую я предложу ввести, которой не было ни на первом, ни на втором альфа-тесте. Это декали. Кто играл в старые танки, наверное, тоже поймут, про что я говорю. Это типа, есть какая-то картинка, и вы ее можете накрасить на определенное место на танке, где, опять же, этой игрой предусмотрено. Тоже можно вводить декали, как и просто так, продавать за деньги, либо под какие-то праздники и так далее. Тоже найдутся те, кто будет это покупать. Дальше 3D-объекты. То же самое, кто играл в старые танки на Евросервере, те тоже понимают, про что я говорю. Там была добавлена система 3D-объектов. Я точно не знаю, как их там и где можно получить. Я просто слышал, что такая механика есть. И типа тоже есть на танке определенные места, куда можно повесить какой-нибудь предмет. То же самое можно ввести и в новые танки. Тоже найдутся те, кто будет это покупать и использовать. И последнее, это счетчик урона. Как вы знаете, в декабре, в новогоднем наступлении, был добавлен танк Firebird с нурсами, и у него был счетчик фрагов. А в сентябре на Евросервере был добавлен счетчик фрагов для 11 уровней. А в этой игре я предлагаю ввести счетчик дамага, потому что все-таки такого нет нигде. Где вот есть вот такие механики подсчета, в основном это на фраге сделано. И плюс основная характеристика, которая показывает скилл игрока, это средний урон. И поэтому я предлагаю ввести счетчик среднего урона. Также его можно реализовать разными способами. Как на танке на самом будет писаться количество урона, так и будет ставиться определенная модель счетчика, где будет писаться урон. Типа как в тех же старых танках с конструкторского бюро, когда танки были, у них там номер дописан. Именно так же можно сделать и здесь. Также по этой теме можно очень хорошо раскрутиться, как говорится. Можно их сделать разными шрифтами, цветами и так далее. Можно кучу всего придумать. Казалось бы, тема простая, добавить счетчик, но можно по этой теме придумать кучу всего. И также продавать как за деньги, так и раздавать на каких-то ивентах бесплатно. И это пока что все, что я придумал. Может быть, какие-то идеи появятся еще в будущем, и когда-нибудь, не знаю, через несколько лет я запишу по этой теме вторую часть. А также после релиза игры, если это даже сразу не появится, ничего страшного. Я, как говорится, это видео делаю на будущее. Если разработчики сразу это не добавят, ничего страшного, можно сделать это всегда потом. Я все-таки за то, как не раз говорил, чтобы эта игра побыстрее вышла, и чтобы я мог наконец уйти из Калибра и больше не страдать в этом цирке Шапито. Поэтому, если это будет добавлено не на релизе, ничего страшного. Наверное, на этом видео буду заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Также ставьте лайки и пишите комментарии, что вы думаете по этой теме. Также на Телеграм подпишитесь с новостями. Всем до скорого и всем пока.